Всем привет! Сегодня у нас в гараже Hyundai Соляриса. Вот такой старенький уже относительно автомобиль. Ну, в принципе, в довольно неплохом состоянии. Во всяком случае, был до того, как автомобиль получил по морде. И вот у нас вот так выглядят сейчас лонжероны. Лонжероны свернуло в сторону. На правом лонжероне вроде бы складок нету. И вроде бы все так неплохо. Поэтому попробуем потянуть его на место, поставить. Также наверняка стакан ушел. А вот с левым лонжероном все хуже. Его, во-первых, сломало. Также поврежден брызговик. Видно откровенно, что стакан тоже ушел вовнутрь. В общем, у нас есть четверть на эту машину полностью. И мы с нее можем, так сказать, выкорчевать все то, что нам нужно будет для ремонта. Но вначале надо будет снять, демонтировать двигатель, коробку. Здесь он снимается буквально за полчаса на таких машинах. Тем более уже все разобрано для дефектовки страховой компании. И тут осталось оценить по большому счету глушитель, проводку. И можно вытащить двигатель. Зато без мотора потом очень удобно и хорошо работать. К тому же нам, скорее всего, придется покрасить внутрянку, чтобы собрать машину на ход потом, поставить мотор, поставить телевизор, фары, бампер, чтобы осталось покрасить только наружку. Это попросил хозяин, ну и это выгодно нам, потому что если мы разберем машину, потом отдадим покраску, неизвестно сколько она там будет малярки, а все это, что с нее мы снимем, будет валяться у нас, занимать место, а это как бы не очень хорошо. Так что мы, скорее всего, снимем мотор, все сделаем, сварим, отгрунтуем и покрасим под капотку. Как под капотку красить еще будем, не знаю, потому что здесь вообще легкая пыль, то есть цвет сильно отличается от капотки, от наружки. Ну, на заводе, сами знаете, вовнутрь там что попало, то попало. И поэтому придется, скорее всего, красить оба брызговика, чтобы они были одинаковые. Ну, в общем, посмотрим. Так что разбираем машину, демонтируем мотор, жабо и будем заниматься. У нас на машину есть капот, фары, бампер, телевизор, крыло левое, ну, четверть я уже сказал, кассета телевизора в сборе, усилитель бампера, все снято с одной машины. Морда там была вроде бы как целая. Так что нам ничего не мешает приступить к работе. Разобрали машину. После разборки выкатили ее, помыли под капотку, чтобы удобнее было работать. Раз. И второе, нам придется красить под капотку, поэтому лучше сразу ее отмыть, чтобы она была чистая. Тогда проще будет подготавливать покраски. Поставили машину на стапель, разбили по линейкам все, середину промерили, все посмотрели. Теперь мы знаем, где у нас какие повреждения, куда что ушло. И в принципе, пока не стали снимать подрамник, его мы снимем чуть позже. Хотим подтянуть с подрамником, потому что вот это крепление подрамника, оно тоже вывалилось наружу вместе с лонжероном. Попробуем потянуть, может быть, оно немного все вернется. И тогда уже подрамник снимем и будем делать без подрамника машину. Здесь у нас также есть повреждение крыла. Но это как обычно, при боковом ударе кто-то пытался открыть дверь и сломал крыло. Ну, тут ничего критичного, поэтому мы здесь крыло просто отрихтуем. Немного вот в этом месте вот тычок был капотом, судя по всему. И теперь, когда мы помыли, все видно, вот залом на передней стенке небольшой. Также видно, если посмотреть, вот эта часть, она более развернута. Ушла наружу. Это сюда, стакан
тоже сложился и здесь, ушел здесь, соответственно, крепление, вот эти рога, так сказать, и крепление подушки, они совершенно не в том месте, где надо, в принципе, так же, как и эти, потому что у этих тоже лонжерон ушел в эту сторону, но вроде бы как без заломов, без ничего, поэтому его мы просто подтянем в сторону, и я думаю, все, он станет на свое место. Тут проблем нету, никаких складок нигде нету, то есть все плавненько сюда ушло, и практически ничего, тут никаких повреждений нету. Ну, он ушел, передняя точка вот эта вот, она ушла где-то на 3 сантиметра в сторону. Это мы поправим. Что с лонжероном? С лонжероном мы, скорее всего, будем менять его целиком. Резать его тут не вижу никакого смысла. У него конец лонжерона заканчивается вот здесь. То есть мы здесь трубки задние тормозные открутим, в сторону уберем. И вот так вот по моторному щиту здесь наверх. Ну, здесь расчистим, посмотрим, где он здесь. Стык. Ну, скорее всего, где-то здесь все равно стык будет. Нет, мы здесь сварим по моторному щиту, это не проблема. Здесь вот так, по заводским точкам. Там получится тоже по заводским точкам. Потому что вот это все, оно сложилось. Все непонятно. И смысла его оставлять нет. Резать кусками, сваривать нет. Потому что у нас есть четверть. Единственная четверть у нас обрезана не очень хорошо. Ее обрезали вот так прям. И вот кусочек вот этого элемента тоже был обрезан. Ну, посмотрим, может быть, вот эту часть мы оставим, родную заводскую, а все остальное поменяем. Просто не хочется сплошной шов вот так варить, сваривать, затачивать. Ну, как бы, хотелось бы целый элемент оставить. Так что здесь мы, в принципе, в салоне частично разобрали, что подсоединить колонку, снять педали там. В принципе, проблем нету, тут коврики отгинаются, прекрасно убираются, так что здесь при сварке можно себя полностью обезопасить. Дверь у нас, кстати, закрывается хорошо, и одна, и вторая даже не падает, ничего, все отлично. Единственное, что она немножко подтарчивает вот здесь, но это не проблема. Я думаю, когда подтянем лонжерон вперед, вот эту часть подтянем, все это вернется на круги своя, подровняется здесь все. Ну, естественно, выйдет немного моторная стенка, потому что наверняка вот этот усилитель, он тоже чуточку ушел туда. Хотя корень подрамника у нас стоит на месте. То есть вот эта точка подрамника, здесь задняя, она у нас на месте. Единственное, у нас ушла вот эта точка подрамника назад. Но это естественно, потому что деформация лонжерона. Но здесь отверстие чуть-чуть больше, здесь даже было немного смещения на подрамнике. В общем, посмотрим, потянем, и там будет видно. Поэтому все, приступаем к вытяжке.
Закончили вытяжку. Все вроде у нас ничего. Единственное, что левый лонжерон, возможно, потом, когда уже будем второй ставить, там туда-сюда миллиметр два подвинуть надо будет еще. Но вот так пока вроде бы он примерно стоит. А так, в принципе, все вытянули, все. У нас вот эта сторона была сильно высоко. То есть вот эта часть лонжерона, она была у нас на 7 миллиметров выше. Сейчас она у нас там выше на миллиметр два максимум. И то это так. Погрешность луча лазерного, скажем так. Ну, я думаю, что когда мы будем ставить другую четверть, то уже по высоте будем смотреть и контролировать. Вытащили моторный щит. Также здесь немного разровняли вот это все место. Разогнули вот здесь. И, в принципе, сейчас начали уже удалять. Все вот здесь расчистили. И вот они, все точки, которые надо будет тут сверлить. Сюда еще усилитель тут идет. И будем менять вот чисто вот эту вот часть. Там внутри есть, конечно, еще небольшой усилитель. Вон он там. И мы его будем оставлять. Еще взяли лягушкой на гидравлике, чуть-чуть подняли крыло. Здесь зазор, в принципе, хороший. Ну, хотя бы, чтобы дверь у нас открывалась без проблем. Потом крыло это в конце отрихтуется. Здесь линию немного поправили крыла, но это еще будет рихтовка все. А так, в принципе, все идет, все хорошо. Стекло, слава богу, целое. Здесь дверь, зазоры, все вроде нормально. Все хорошо подходит. Начали разбирать четверть. Вот он, донор наш. Вот такой грязненько-серого цвета. Сейчас пока выпиливаем сам брызговик со стаканом и вместе вот с этой частью. Сняли крышку. Крышку придется менять, потому что она обрезана была. Вот здесь она обрезана была. Поэтому мы возьмем крышку с машины, аккуратно постараемся ее снять и потом на место поставить. Ну, а так, в принципе, все двигается, все хорошо. Сейчас будем удалять обрезки эти, остатки, выдирать до конца лонжерон. И тогда уже начнем примерять переднюю часть машины и смотреть, что у нас будет получаться. Рычаг уже пришел у нас новый. Вот он. Единственное, мы еще не проверяли подрамник. Но это мы снимем рулевой, стабилизатор. Промеряем ему высоты, пропеллеры, там, ширину и так далее и тому подобное. Посмотрим с размерами. Размеры у нас, естественно, есть. Тут висят. Есть еще размеры, которые можно там посмотреть. Так что проблем с этим нет, потому что, слава богу, машина распространенная и проблем с ней нет. Единственная проблема у нас еще не нашли здесь разбитый блок предохранителей. Вот он. Разбитый прилично. Пока еще не можем найти. Продается только с косой в основном или обрезок, и ценники такие негуманные, скажем. Если в салон блок предохранителей там стоит 1002, то за этот просят по 15. А так проводка вроде бы вся целая. Отмыли ее тоже. Все чистенько, хорошо. Надо проверить еще будет все разъемчики, убедиться, что они целые, никакие не поломаны. Есть также продают блоки, ну, чисто корпусы. Ну, там ценник что-то 6-7 тысяч, какой-то негуманный за кусок пластмасски. И, скорее всего, он еще китайский, не поймешь. Такой он, не такой, подойдет, не подойдет. Ну, в общем, пока еще в поисках этого блока.
Сварочные работы закончены. Все проварено, все заварено. Осталось только подзатачивать сварку. Да и то тут Мишаня уже немного наблатыкался. Особо и затачивать, допустим, вот здесь, я не знаю, тут нечего затачивать практически. Тут все заварено нормально. Здесь поверху мы, что могли, сварили контактной сваркой. Вот здесь вот точки, здесь точки. Контактная сварка у нас. Ну, здесь Миша вот так хорошо прям заварил такими точками. Чуть-чуть подчистить. Внутри также здесь мы все контролировали. Здесь у нас все разобрано. Надо вот эти точки, которые у нас тут есть, сварочные, подчистить, загрунтовать. Может быть, там герметик подновим. Там вверху немного у нас лопнул герметик. Отсюда не видно. Ну, это мелочи, в общем, все. И собрать здесь можно уже будет. Ну, а здесь мы снимем телевизор и тогда приступим к малярным работам. Надо будет счистить вот этот темно-серый грунт, нанести грунт бежевый и тогда все это дело дунуть. Подрамник у нас четко стоит, телевизор у нас четко, все по нулям, все хорошо. Мы даже сделали небольшое новшество сзади. У нас, видите, мы теперь крепим рулетку, вернее рулетку, не рулетку, линейку, прям кончиком задних лонжеронов. То есть вот здесь есть отверстия, мы сделали крепления в отверстия такие, чтобы можно было вставлять и закручивать. И на них поставили зажимчиками такие вот держатели линейки. И у нас получается линейка задняя закреплена на задних лонжеронах. Естественно, она выставлена посередине этих лонжеронов. То есть предварительно это все лазером проверили. То есть нам вот выставили линеечку вот там. Вот тут. И все. И следовательно у нас увеличилась длина измеряемой, скажем так, линии. То есть осевая линия у нас продлилась практически в 2 раза. То есть у нас линейка была здесь и здесь. А теперь у нас вот здесь и здесь линейка. Более точно выставляется перед. И самое главное, что мы метку поставили на линейке. Вернее, там линейка на нуле. Метку поставили вот здесь на кузове. И даже если кузов повернется вот так чуть-чуть, бывает такое, он все равно двигается на миллиметр туда-сюда, то мы просто проверяем лазером потом телевизор, там переднюю часть автомобиля, ушла она, не ушла и насколько там надо ее тянуть. То есть за счет того, что расстояние между линейками у нас увеличилось почти в 2 раза, повысилась точность. Ну, в принципе, все я вам сказал. Сейчас зачищаем, затачиваем, малярим. И тогда уже будем собирать машину после покраски.
Ну вот и все. Солярис у нас готов. Машина собрана. Набрано, все работает. Зазорчики везде хорошие. Здесь подрихтовали немного крыло, загрунтовали. Собрали все под капотку. Все выглядит очень хорошо. И одинаково, самое главное, что с этой стороны, что с этой. Там герметики. Все отлично, все нормально. То есть там проблем нету. Переходов никаких нигде, ничего не видно. Все вот такое матовое, а-ля под завод. И даже вот крыло мы не красили. Оно немножко совсем отличается. Чуть-чуть мы не попали. Но в принципе, я считаю, все хорошо. Также все собрали, заправили антифриз, тормозную жидкость, прокачали, проверили всю электрику, заменили блок предохранителей. Вот этот, он у нас был разбит. Поставили датчик подушки безопасности, был разбитый. Здесь у нас тоже зазорчик хороший, ровный по двери. Двери открываются, закрываются четко все. Все отлично. Так что машинку можно отдавать. Все получилось хорошо. Собрали все по заводу, как положено. Все болтики, винтики, весь крепеж. Все как надо. И теперь человеку уже позвонили, сказали, что можно приезжать забирать машину. Капотик все четко закрывается. Зазорчики по фарам, по капоту с обоих сторон. И здесь все хорошо, и с той стороны хорошо все. Так что машинка готова. Думаю, клиент будет доволен. Здесь зазорчики тоже хорошо. Треугольники не стали ставить, чтобы лишний раз их не дергать, потому что они очень плохо снимаются. А так, в принципе, все. Машина готова. Отдаем. И теперь можно приступать к следующей. Ну, вам всем удачи, здоровья, счастья и мирного неба над головой.